Привет, фанаты BTS. Что на самом деле произошло после того, как Чингук и Тэхён закончили военную службу? Почему Чингук внезапно проигнорировал сообщение от HYBE, компании, которая сделала ему имя? Есть ли скрытые проблемы между участниками BTS и их агентством? И почему Тэхён сделал неожиданный шаг, которого фанаты никогда не ожидали? Поклонники ARMY по всему миру взволнованы последними новостями о двух участниках BTS. С тех пор, как они закончили военную службу, вся информация о Чингуке и Тэхёне казалась загадкой, которую трудно разгадать. Но недавно источники в отрасли сообщили, что Чингук не ответил на важные звонки от HYBE. Что заставило его так себя вести? Является ли это признаком проблем между BTS и их агентством? Тем временем Тэхён сделал совершенно неожиданный шаг. Какой шаг он сделал, что вызвал переполох среди пользователей сети и международных СМИ? Связано ли это с его будущим в индустрии развлечений после окончания военной службы или есть более глубокая личная причина? Мир продолжает ждать ответов. Но одно можно сказать наверняка: за кулисами происходит что-то большое. И это может изменить все для BTS. С тех пор, как BTS объявили о перерыве в группе для прохождения военной службы, следить за жизнью ее участников стало не менее интересно. Однако двое самых молодых участников, Чингук и Тэхён, теперь оказались в центре внимания из-за своих действий, которые общественность считает необычными. Согласно эксклюзивному репортажу Dispatch, Чингук, как говорят, проигнорировал несколько важных сообщений от HYBE за последние несколько недель. Внутренний источник сообщил, что сообщения были связаны с сольным проектом Чингука после его военной службы. Однако певец не дал никакого ответа, даже через своего менеджера. Больше чем HYBE на самом деле планировали несколько вещей для Чингука, включая новый альбом и международное сотрудничество. Однако по какой-то причине связь была прервана, сказал источник, не пожелавший называть своего имени. Поклонники начали рассуждать, рассматривает ли Чингук возможность не продлевать свой контракт с HYBE? Или это просто недоразумение? Некоторые ARMY подозревают, что Чингук может захотеть сделать более длительный перерыв в музыкальной индустрии после окончания службы в армии. Тем временем Тэхён принял решение, которое было не менее неожиданным. По данным Korea Herald, он зарегистрировал авторские права на новую развлекательную кампанию под своим собственным именем. Это вызвало слухи о том, что Ви может готовить что-то большое за пределами HYBE. Больше чем, Тэхён всегда был известен как участник, полный сюрпризов. Однако этот шаг превосходит ожидания многих людей, сказал аналитик индустрии K-pop. Означает ли это, что Тэхён планирует создать свой собственный лейбл после ухода из HYBE? Или это просто сторонний проект для продолжения его актерской карьеры? В любом случае, этот шаг показывает, что он очень серьезно думает о своем будущем. Обе эти новости, безусловно, поднимают один большой вопрос: плохие ли отношения между BTS и HYBE? С тех пор, как в прошлом году контракт группы был продлен, многие предполагали, что участники BTS могут пойти разными путями после службы в армии. Однако HYBE пока не сделали официального заявления относительно этих слухов. Некоторые эксперты говорят, что это может быть просто переходным этапом, в то время как другие опасаются, что это может быть началом разлада между BTS и их агентством. Поклонники BTS, ARMY, определенно не сидят сложа руки. Социальные сети заполнены хэштегами вроде «решетка протестыбыц» и «решетка хайбиксплейн», и многие фанаты требуют ясности от агентства. Больше чем я не могу спать, думая об этом. Чингук и Тэхён – сердце BTS. Если есть проблемы с HYBE, мы заслуживаем знать, написал один ARMY в социальных сетях. Другие надеются, что это просто недоразумение, и что BTS вернутся сильнее после службы в армии. Мир все еще ждет официального ответа. Действительно ли Чингук и Тэхён разойдутся? Или это просто маркетинговая стратегия, чтобы вызвать любопытство у фанатов? Одно можно сказать наверняка: эта история еще не закончена. И что бы ни случилось, ARMY всегда будут готовы поддержать Чингука, Тэхёна и остальных участников BTS.
Исчезновение Чингука с радаров HYBE – это не то, к чему стоит относиться легкомысленно. Будучи самым молодым участником, Чингук известен своим профессионализмом и соблюдением графика, установленного агентством. Но в последнее время его позиция не отвечать на важные сообщения от HYBE подняла большой вопросительный знак. Есть ли некое недовольство, которое копилось все это время? Несколько источников, близких к Чингуку, сообщили, что сейчас он находится в фазе самопознания после многих лет жизни в качестве айдола. Военная служба, хотя и обязательная, дала ему время поразмыслить о многих вещах, включая свое будущее в индустрии развлечений. Больше чем он всегда был идеальным балансиром, но, возможно, теперь он хочет полностью контролировать свою карьеру, сказал источник, близкий к нему. Тот факт, что HYBE разработали сольный альбом и тур Чингука, не вовлекая его в творческий процесс, мог стать причиной напряжения. Чингук, как известно, очень вовлечен в свой творческий процесс, и если он почувствует себя неуслышанным, возможно, он решит отойти на некоторое время. С другой стороны, решение Тэхёна основать собственную развлекательную компанию вызвало предположение, что он готовится уйти из HYBE. Хотя официального подтверждения не было, юридическая регистрация под его личным именем предполагает, что Ви готовится к чему-то большому, будь то независимый музыкальный лейбл, актерское агентство или другой бизнес за пределами индустрии развлечений. Интересно, что Тэхён не единственный, кто решился на этот шаг. Некоторые крупные артисты, такие как G-Dragon, Big Bang и Zika, Block B, также основали собственные агентства, почувствовав ограничения со стороны большой корпоративной системы. Больше чем. У Тэхёна всегда было сильное видение музыки и искусства. Если он чувствует, что HYBE больше не соответствует его творчеству, для него естественно искать больше свободы, сказал отраслевой обозреватель. Самое удивительное в этой ситуации – молчание HYBE. Не было никаких официальных заявлений, разъяснений или попыток успокоить слухи. Некоторые говорят, что это может быть пиар-стратегией, позволить общественности спекулировать, чтобы имя BTS оставалось в центре внимания. Со временем напряженность между BTS и HYBE стала более очевидной. Некоторые наблюдатели начали замечать резкую разницу в том, как агентство время от времени относится к BTS. В прошлом HYBE очень защищало своих участников. Теперь они, похоже, более небрежно относятся к предоставлению им свободы. Вопрос в следующем: не слишком ли поздно пришла эта свобода? Среди молчания HYBE появился неожиданный отчет от одного из сотрудников производства, который работал с Чингуком. Больше чем, раньше он приходил раньше всех и уходил позже всех во время репетиций. Но с тех пор, как он ушел в армию, его отношение изменилось, он стал более замкнутым, созерцательным. Является ли это признаком умственной усталости или это фаза зрелости для артиста, который хочет контролировать направление своей собственной жизни и карьеры? Между тем, шаг Тэхёна получил поддержку от нескольких крупных имен в индустрии развлечений. Известный продюсер сказал: «Больше чем, у Ви всегда было четкое направление в исполнительском искусстве. Если он считает, что система слишком ограничительна, я не удивлен, что он выбрал независимый путь». Этот комментарий усиливает предположение о том, что некоторые участники BTS могут пойти по стопам своих старших коллег, таких как Шинхур или G.O.D, оставаясь группой, несмотря на разные агентства. Удивительно также молчание остальных участников BTS. Чимин, который обычно активен, теперь появляется редко. Джин, который отслужил в армии, также решил хранить молчание. На самом деле, их молчание еще больше беспокоит ARMY. Культурный психолог предлагает такой анализ. Больше чем, в корейской культуре молчание может значить больше, чем слово. Это может быть сигналом того, что за кулисами ведутся серьезные переговоры. И среди всех этих спекуляций появилась еще одна удивительная новость из финансового сектора. Несколько источников сообщают, что Чингук и Тэхин проконсультировались с экспертом по личным финансам, чтобы управлять своими активами самостоятельно. Больше чем, обычно так поступают артисты, которые готовятся стать независимыми от своих агентств, сказал финансовый аналитик индустрии развлечений.
Этот факт усиливает подозрение. Чингук и Тэхин готовятся к чему-то большому. К чему-то, что может навсегда изменить ход BTS.